Еще раз добрый день всем участникам. Начинаем нашу праздничную игру, посвященную защите Отечества. Но на самом деле защита Отечества – это продолжение темы про любовь. Потому что если мы никого не любим, ну что нам кого-то защищать? Поэтому мы как бы будем одновременно и про любовь, и про защиту. Вот. Так вот, у меня был один знакомый, который когда-то стал заниматься карате для того, чтобы вдруг какая-нибудь возникнет ситуация, надо будет кого-то защитить, а он будет не готов. Но вот он начал усиленно готовиться к этой вот возможной защите. И говорит, и смотрю, да, действительно начали появляться случаи, когда надо кого-то защитить и применить вот эти свои навыки защиты, свои этой вот возможности приемы эти показать в жизни. Вот. И через некоторое время, говорит, я понял, что, говорит, на самом деле это я сам и формирую все эти случаи, потому что если бы у меня этого ничего не было, оно мне бы не надо. И поэтому он перешел в айкидо. Ну, как бы ему нравятся вообще вот всякие такие движения и прочее, движения тела. Айкидо, вот то, которое они, это айкидо, айкикай, оно чем характерно, что там вообще никакого противостояния не должно быть. Просто это взаимное движение, взаимное перетекание энергии, взаимное перетекание каких-то вот, ну, какое-то взаимодействие, то есть не только на плане физическом, но и энергетическом, но никаких противодействий. У них даже соревнований никаких нет. Поэтому люди приходят вот для того, чтобы подвигаться, разработать свое тело. Поэтому по поводу вот защиты Отечества, это праздник, в общем-то, хороший. Его как бы придумали для того, чтобы как-то было не так обидно мужчинам, что у женщин есть праздник, а у них нету. Ну вот пусть и у них тоже будет. Поэтому празднуем. Ну, лишний повод попраздновать, почему же нет? Давайте попразднуем, это всегда хорошо. Даже если повода нет, то тоже надо все равно праздновать почаще. Поэтому давайте будем праздновать. Праздновать мы будем сегодня со светлицами. Да, то есть, ну, как и всегда, мы это делаем. Вот. Но понятие праздника, да, что такое праздник? Ну, когда можно ничего не делать, можно веселиться. Ну, поэтому вот веселиться-то надо каждый день, а не только по праздникам. Поэтому у нас сегодня вот повод есть повеселиться. Ну, по поводу, вот, допустим, защиты Отечества. Ну вот защита Отечества, она на самом деле вроде бы как Отечество надо защищать. Я согласен, что надо его защищать. Вопрос, что такое Отечество, да, вот возникает иногда. Потому что некоторые понимают достаточно узко. Вот где-то вот мой домик, и это и есть Отечество. Вот все, что за пределами забора, это уже все не мое. Я могу туда мусор вываливать, все как бы, который у меня накопился здесь. И тогда это вот, пусть оно там лежит, и мне это не касается. Ну, вот этот принцип «моя хата с краю, ничего не знаю». Вот. И он как раз показывает, что люди иногда начинают защищаться от того, чего, в общем-то, защищаться не надо. Ну вот недавний вот этот случай, что начали закидывать камнями автобусы, которые людей везли на карантин, но как бы вот свидетельствует о том, что люди понимают понятие защиты очень своеобразно, могут понимать. Вот, поэтому можно рассматривать, например, Отечество в более широком плане, да, то есть это всю землю воспринимать как то Отечество, в котором мы появились. Вот. Но можно еще шире, допустим, да, с точки зрения там всей галактики, например, это дело рассматривать, что вот есть наша галактика, а есть вот другая галактика. Вот там одни живут инопланетяне, а здесь наши инопланетяне живут, а вот там не наши. Вот кого мы будем защищать? Наших будем защищать инопланетян, а тех, которые не наши, или не будем мы этих инопланетян защищать? Пусть сами разбираются. Вот. Поэтому вот вопрос защиты, он всегда подразумевает, что есть нападающие какие-то. Да? То есть вот как нам избавиться от нападения до того, как эта защита понадобится. Поэтому вот принцип светлиц, который у них заложен, это, в общем-то, защита без защиты. Потому что защита – это всегда некое отгораживание. Надо вот отгородиться от чего-то, и тогда мы, в общем-то говоря, считаем, что мы защищены.
Ну, например, защита расстояния. Да, вот есть такой термин в безопасности жизнедеятельности. Что это значит? Да? То есть это надо как можно дальше уйти, и тогда вроде бы мы защищены. Ну вот я считаю, что вот бесконечность космоса, которую мы наблюдаем, это как раз и есть защита расстояния одних цивилизаций от других, чтобы они друг другу не мешали развиваться, чтобы можно было понаблюдать, а как же вот они сами справятся со своими собственными задачами. Без вмешательства каких-то вот явных таких сил. На то, как начнут стремительно распространяться в разные стороны. Но одно дело физическое распространение, да, то есть, а другое духовое. Ведь мы же духом-то можем как бы вот представили себе, что мы на Луне. Вот и мы уже на Луне, собственно говоря, да, то есть, ну, как бы в несколько другом плане. Поэтому возможно, что те же инопланетяне, они с нами общаются, но только как-то по каким-то другим принципам. Поэтому защита без защиты подразумевает, что мы ни от чего не отгораживаемся, а наоборот, налаживаем связи, да, то есть делаем себя максимально прозрачными, чтобы все, что должно к нам прийти, оно пришло, но нас это не зацепило, то есть мы становимся для этих вещей, которые к нам приходят, ну, как бы вот, недоступными для вмешательства. Ну, как вот два света, да, вот когда идут, они друг друга проходят, и они друг на друга не влияют. Они где будут влиять? Они будут влиять только если они попадают в какое-то тело. Вот там они начинают друг с другом чего? Взаимодействовать. Если это разные света, каждый по-своему, то есть то человек начинает конфликтовать с этими светами, может быть. Да? То есть, это вот некий свет пришел, который нам не нужен. А если мы прозрачные будем, да, то есть, ну, свет сквозь нас прошел, и ладно. А мы можем из него взять то, чего нам надо, например, да, то есть какие-то качества, это же свет, это же некие колебания, да, то есть некая волна, некая модуляция есть у этой волны, значит, есть какая-то информация, которая приходит с этим светом. Поэтому нам надо, как бы, вот из волновой функции взять функцию, а волну не надо. То есть волна прошла и нас не зацепила. А вот функция, которая идет с этой волной, да, то есть как информационный компонент, его можно было бы на себя примерить. Нужно, не нужно, там, как бы, если нужно, будем использовать, не нужно, ну, не надо, до свидания, то есть как бы прошло и прошло. Вот. В принципе, вот человек, он в таких условиях на самом деле все время живет. Другое дело, что какие-то вот сильно его достают, потому что он, ну, зацеплен за какие-то моменты, а какие-то не сильно. Поэтому, если мы развиваем вот эту свою прозрачность своего жидкого кристалла, незацепляемость за вот какие-то вещи, которые нам не нужны, то тем самым мы можем повысить свою селективность на самом деле. То есть у нас тогда есть выбор вот, больше. То есть мы уже тогда можем не только вот реагировать на какие-то конкретные вещи, которые нас окружают, да, а мы можем когда выходить за рамки, дальше смотреть, да, на те света, которые приходят издалека к нам, например. Да. Ведь говорят, что вот формула Бога – это, такое слышал определение, путь истины и врата. А дьявол, говорит, это путь и истина, но врат нету. То есть, как бы, это отворот-поворот, то есть, живешь отвратительно, поэтому в ворота не попадаешь, во врата. То есть, не проходишь туда, куда тебе надо. Потому что, говорят, дьявол, он внутри нас и рядом с нами. А Бог, он внутри нас, рядом с нами и далеко. Ну, как бы, далеко это врата, которые нам надо пройти. Ну, как бы, вот такое вот определение вот, приходилось, если слышать. То значит, нам надо как бы не только рядом, чтобы мы ощущали какие-то моменты, но и то, что вокруг нас далеко находится. Ну, в частности, например, когда говорят о защите, да, то есть есть некие угрозы выживаемости. Да, то есть, мы их рассматриваем как? Вот, только ограниченно, только то, что рядом с нами находится. Да, то есть вот, то, что мы из окошка видим, а то, что как бы уже далеко, это уже как бы и не наше. Но чаще всего так и происходит. Да, то есть для того, чтобы оно стало более явным, но какие-то должны случиться катаклизмы, чтобы человечество вдруг начало реагировать, что ага, вот мы как-то не обращаем внимания на это, а надо бы обратить. Ну вот, например, я как-то рассказывал про метеоритную опасность, да, то есть, что вот может
грохнуться какой-нибудь большой астероид, и так же, как вот вымерли когда-то динозавры, вымрем мы все. Ну, это одна из опасностей. Да? То есть эта опасность, на самом деле, нам неким образом демонстрируется, потому что периодически что-то падает с неба. Вот. И вот, возвращаясь к теме, что мы можем неким коллективом что-то сделать для того, чтобы эту опасность предотвратить, какую-либо. Да, вот если ему сложно это сделать, а когда собирается группа, им уже как-то может быть попроще. И на каких уровнях это все можно делать. Да? То есть, вот те технологии, о которых мы говорим, светличная технология, да, то есть технологии, связанные со светом, взаимодействие с помощью света, они подразумевают, что есть некий мир структур, который вот где-то под нами, условно говоря, находится или в каких-то других мерностях, который сюда проявляется в каких-то вот разных событиях и каких-то, может быть, объектах, явлениях и так далее. Да? То есть, ну, может проявляться это через свет, потому что фотончики дошли, они в кого-то вошли, и там какую-то информацию в нем оставят. Вот, например, вирусная опасность, да, то есть есть такая. Вирусы, они как приходят на Землю? Ну, также приходят в виде какого-то света сначала. Вирус пошел, потом он входит куда? В воду, как духовая компонента, там набирает уже вещественную компоненту из тех элементов, которые есть, да, но и складывается уже вот эта вирусная ДНК, которая дальше может уже внедряться в человека. Поэтому мы можем от вирусов защищаться пытаться, да, то есть, но это же какая-то информация, может она нам нужна? Ведь в нашем геноме, говорят, там, 80% генома это какая-то мусорная ДНК, которая не производит никаких белков, но зачем-то она нужна. Стали анализировать, оказывается, это следы вирусов, с которыми мы взаимодействовали там за миллионы лет эволюции. То есть они в нас внесли какую-то вот часть, поэтому мы с вирусами должны как-то уметь договариваться. И организм, в принципе, у нас умеет договариваться, если у него там все правильно работает. Вот сейчас вот говорят с коронавирусом, например, дети практически не болеют и не умирают. Болеют и умирают в основном взрослые, чаще всего пожилые люди, да, которых эффектов, и которых иммунная система не справляется. Вопрос опасности, он, ну, можно его гораздо шире смотреть на вот эти вот общепланетарные опасности. Ну, в частности, вот я говорю, что вот на одном из семинаров в конце 80-х, которые как раз и начинались, один из семинаров проходил на озере Чебаркуль. И он был посвящен как раз метеоритной опасности. Что вот есть астероиды, да, большие метеориты такие, которые летают, если они упадут, то это все большая катастрофа. Шла работа по поводу того, чтобы вот эту опасность можно было бы уменьшить. Но уменьшить опасность, да, то есть если мы ее сводим до нуля, она нас ничему не учит. Да, то есть, а всякие вот понятия катастроф, это не только ужасно, но это еще некое обучение. Поэтому важно, чтобы вот катастрофа была уменьшена до понятия беды, и чтобы беда, она к нам, на нас не влияла. Да? То есть, ну, повлияла, то есть немножко как бы вот случилось что-то такое. Мы говорим, да, и это беда. Но никто не погиб, все, слава богу, живы. Так вот, на озере Чебаркуль такой семинар прошел, и буквально там как бы не прошло и 20 лет, как в это же озеро падает метеорит, который, так теперь и называется, Чебаркульский, но который приводит к каким-то разрушениям, где-то окна повыбивало, там все, но он падает в это озеро, и что интересно, что при этом ни один человек не погибает. Но в результате того, что такое явление произошло, начали создаваться службы метеоритной опасности, то есть отслеживание за астероидами и у нас в стране, и в других странах. Поэтому это вот неким образом повлияло на безопасность жизни на нашей планете. Ну и таких
примеров можно, например, много приводить, поэтому мы говорим о том, что вот когда мы собираемся на светличные игры, то мы можем здесь ставить свои собственные задачи, да, то есть, которые у нас почему-то не получаются. Почему они не получаются? Ну, не хватает нам собственной энергетики, да, собственных каких-то навыков, умений, взаимодействия с этой реальностью. И то, та задача, которую мы хотим решить, она вот, мы как бы пытаемся, бьемся, а все никак. Что делать, да, то есть. Поэтому вот одна из возможностей таких вот светличных технологий — объединить ресурс энергетический, да, то есть информационный, в некой сети, которая вот мы сейчас с вами представлены, и реализовать это в виде вот некого взаимодействия, да, то есть которое бы позволило проявить в нашем взаимодействии некую структуру, которая соответствовала бы вот с одной стороны задаче, которая у всех есть, а с другой стороны могла бы быть основой некой другой, более высокой структуры, более высокого уровня. Да? То есть, почему? Ну, так как у нас есть вот эти каждые задачи, которые соответствуют какой-то определенной структуре, то можно выйти на более высокую структуру, более сложную, да, организованную, которая бы была бы проявлением, да, вот этих всех вот этих вот задачек, локальных у каждого человека, с одной стороны, да. Но с другой стороны, мы говорим, есть задачи же и более высокого уровня, стоящие перед человечеством. Ну, например, вот одна из задач, которая много о ней говорится, связана с эффектом Джанибекова. Слышал, наверное, кто-нибудь, да, про эффект Джанибекова? Нет? Ну, Джанибеков обнаружил такой эффект, что если гайку, вот есть такие гайки, барашка, которые как бы вот они несимметричные, вот если эту гайку закрутить в невесомости, то она крутится какое-то время в одну сторону, потом раз и переворачивается, и крутится в другую сторону. Потом опять. То есть как бы ось меняет направление. И, так сказать, какой-то периодичностью это происходит. Это называется эффект Джанибекова. Вот. Но так как у нас Земля-то тоже несимметрична, она как бы геоид, то есть у нее есть неравномерное распределение, с одной стороны формы, с другой стороны некое неравномерное распределение масс, то есть риск, что когда-то Земля у нас тоже перевернется из-за того, что у нее волчок может также так крутиться. Но это как бы не так часто происходит, потому что в зависимости, этот эффект проявляется в зависимости от несимметричности. Если гайка полностью симметрична, она не переворачивается, она крутится и крутится. А когда она несимметрична, вот эти перевороты периодически возникают. Поэтому с какой периодичностью Земля меняет вот это вот свое направление оси, никто не знает. Но такие периоды уже были, да, то есть когда менялась ось вращения Земли. То есть по геологическим данным показывает, что да, это уже такое событие происходило. Естественно, это тоже катастрофа, катаклизм для всей Земли. И хотелось бы, чтобы это было бы не так часто. И на наш век хотя бы подальше оттянуть, чтобы, ну, там, может быть, будущие поколения с этим разберутся, а нам хотя бы еще какое-то время просуществовать вот при таком вращении, без смены оси. Вот. Но это как бы я просто к тому, что разные уровни можно ставить задач. Да? То есть вот книга Лукьяненко вышла в свет, о которой я уже тоже говорил, Сергея, называется «Порог». И там тема поднимается тоже внеземных цивилизаций, связанная с тем, что есть парадокс Ферми, что этих цивилизаций почему-то очень вроде бы мало, потому что мы их не видим. Где они, эти цивилизации? Мы их не замечаем, потому что как бы их вроде бы не присутствует. Ну и вот одна из гипотез, что это происходит потому, что цивилизация, дойдя до определенного уровня развития, сама себя уничтожает. Ну, в виде войн там, и так далее. Поэтому это вот как-то связано с нашим праздником сегодняшним, Днем Защитника Отечества, что человечество может само себя уделать вот в термоядерной катастрофе, которую сама же себе организует. Надо бы, чтобы это тоже не произошло. Поэтому мы как бы говорим, что вот у нас есть локальные задачи у каждого человека, да, то есть есть задачи более общего плана, которые, например, эти задачи может объединить в какую-то общую задачу. И есть задачи еще как бы более высокого плана, связанные с общечеловеческими какими-то ценностями, а может и выходящими за пределы, потому что задача выживания цивилизации, да, если этот принцип Ферми действительно работает,
то на каком уровне нам надо организовывать эти взаимодействия, чтобы эта задача решалась как общая цивилизационная задача. То есть она была бы необходима не только нашей цивилизации, но и другим. Как придать цивилизации устойчивость, чтобы она сама же себя и не уделала. Вот. Поэтому мы что можем делать? Да? То есть, мы говорим, что вот у нас есть такой инструмент, с помощью которого мы можем настраиваться друг на друга. Ну, например, светлицы. Да? Ну, вот, например, светлица блага. Да? То есть, что она делает? Она нам помогает расширять поле событий для того, чтобы создавать какие-то условия, в которых мы могли бы организовывать связи и повышать свой уровень благосостояния, выходить за рамки обычного благосостояния. Да? То есть, но понятие блага гораздо шире, чем просто благо, связанные с деньгами. Поэтому мы, когда и говорим про благосостояние, подразумеваем, что деньги тут как бы это как частный случай. Но человечество сделало уже такую себе цивилизацию, в которой она без денег не может. Поэтому мы вынуждены вот в рамках этих финансовых отношений тоже взаимодействовать. И для многих это на самом деле достаточно критично, потому что где взять вот этот ресурс в виде денег, ну, как бы пока не представляется, может быть, возможным, потому что что-то человек пытается сделать, но не может выйти за рамки вот этого вот ресурсного обеспечения. Поэтому мы можем ставить, например, такую задачу, да, увеличение доступного ресурса в плане увеличения потока благ. Но я говорю, что не обязательно это может быть чисто финансовый вопрос, потому что если мы хотим поехать, например, в путешествие, и нам нужны для этого деньги, то не обязательно это могут быть наши деньги. Это могут быть деньги других, которые нас могут пригласить в это путешествие, например. Ну, как вот помните, была такая передача по телевидению, да, которую вел Сенкевич. Ведь он же что, попутешествовал там с Туром Хейердалом в свое время. Но ведь он же не платил за это путешествие сам. Его пригласили как врача в эту экспедицию, и он, в общем-то говоря, очень удачно плавал, потом много писал на эту тему книжек и участвовал в разных передачах. Как это делается, да, то есть что мы можем делать для того, чтобы помочь друг другу вот в решении каких-то вот таких задач. С одной стороны, мы можем, играя, это делать, да, то есть не напрягаясь, а просто участвуя в какой-то игре. А с другой стороны, мы это можем делать достаточно серьезные вещи, даже если мы и не знаем, как это у нас получается. Значит, как это делается, да? То есть вот что мы можем об этом сказать. Ну вот, вернемся к светлицам. Да, то есть что нам делают светлицы? То есть они нам создают условия для того, чтобы мы начали как-то лучше взаимодействовать с этим световым потоком. Каким световым потоком? Ну, который к нам идет откуда-то. Да? То есть как поток, который, говорят, идет там от Бога, от Творца. С этим световым потоком мы можем взаимодействовать, мы с ним все равно взаимодействуем, хотим мы этого или нет. И эффективность этого взаимодействия определяется, как вот, насколько эффективно мы в этой жизни себя проявляем. Если у нас что-то где-то вот не получается, то, скорее всего, где-то вот мы потеряли вот это чувство пути, которое нас должно вести, и свет, который нас должен вести, как путеводная звезда, но почему-то мы на него не реагируем. Да? То есть тычемся, как говорят, как слепые котята в какие-то вот стороны, которые почему-то для нас оказываются непонятно скрытые, и мы реагируем, как бы, опять же, на некий вот материальный план, на материальные связи, и эта реакция нас вот куда-то вот ведет. Но это не значит, что это плохо. То есть мы все равно будем реагировать на внешний мир через вот эти материальные связи. Но мы можем чувствовать, что да, вот я делаю, я не знаю почему, но я чувствую, что это правильно, у меня есть вот эта интуиция, у меня есть прогнозирование моих собственных результатов, у меня есть возможность операторно поменять условия на моей задачи, и я реализую вот этот вот принцип, который меня ведет туда, куда нужно, то есть для того, чтобы я проявил вот свои качества, которые в этой жизни я должен проявить. То есть если мы сюда пришли зачем-то, то мы эту вот задачу, сверхзадачу какую-то должны реализовать, проявить себя. В чем? В каких-то творческих процессах на самом деле, да, то есть создать чего-то новое,
создать то, что никогда не было. Почему нам это важно? Ну, потому что это, в общем-то, вот есть та школа выживания. Если мы умеем что-то творить новое, то мы тогда будем выживать в любых условиях. Мы создадим условия, в которых мы выживем. Ну, выживем кого-нибудь и займем его домик, как это некоторые делают. Или наоборот, построим домик. Да, то есть все вместе соберемся и вместе сделаем домик кому-то. И он будет там жить тогда. И мы тоже рядом будем жить, потому что нам там будет в этом доме хорошо. Потому что это будет дом дружбы, а не дом борьбы. Поэтому вот такой коллективный дом дружбы, в общем-то, мы говорим, пытаемся вот здесь создать в рамках светличных игр. И в этих взаимодействиях попробовать решать не только как бы свои собственные задачи, но и задачи в каких-то других планах. Да, то есть вот у нас есть вот это вот, смотрите, матрица. Да, то есть сейчас у нас мелькнула на один момент 16 человек. Но так осталось у нас 15. Да, у нас тут. Да, 15 человек, ну хорошо. 15 тоже хорошо. И у нас половина проявленная, половина непроявленная. Вот что интересно, да? Половину мы видим, половину мы не видим. Это тоже о чем-то говорит. Значит, что мы можем делать вместе с вами? Да? То есть возьмем какую-нибудь светлицу. Ну, давайте спросим, в какой светлице хотите вы сегодня повзаимодействовать? Есть какие-нибудь пожелания? Золотой рыбкой? Так, есть одно пожелание. Золотая рыбка. Дальше. Кто еще чего? Перспектива. 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 Еще какие-то желания будут? Ну, так что Перспектива. большинство. Так, две перспективы. Две перспективы, одна рыбка. Еще чего? Какие? Так, вот Елена Благо пишет, говорит. Так, пусть будет Благо. Она, как бы, наверное, у многих представлена, поэтому, если нет такой, то берете ту любую, которая у вас есть, и работаете с ней. Что мы будем пытаться сделать? Да? То есть мы будем пытаться создать некое коллективное действие в рамках этого. Да? То есть что мы делаем? Допустим, мы пытаемся, во-первых, настроить себя. Настроить себя на, ну, раз мы с благой, давайте на поток благ, который к нам идет, от нас где-то от Творца, к нам идет некий поток благ. Этот поток благ с нами взаимодействует, и мы в этом потоке себя пытаемся реализовать. Да? Почему? Ну, поток же он идет к нам, но и от нас он идет. Да? То есть мы же не можем все блага только на себя стягивать. Поэтому это поток, проходящий через нас. Через нас много разных потоков проходит. Да? То есть потоки материальные, потоки энергетические, потоки информационные. Ну и вот мы говорим, что один из потоков это связано с благами. Поэтому мы пытаемся вот этот поток благ представить, ощутить, ну, как может быть, как некий свет, который к нам идет. Вот. Это мы как бы сейчас, да, я пока рассказываю, что мы будем делать. Дальше мы будем делать действие. Да? Какое действие мы можем организовать здесь? Ну, здесь мы можем организовать некое коллективное действие, связанное вот с что-то мы можем начать творить. Что мы можем творить? Ну, у нас вот было бы лучше всего, если бы мы могли творить движение. Еще раз несколько слов про Бионет, потому что как бы вот большое подспорье может быть в нашей деятельности. Это вопрос, связанный с Бионетом. То есть мы здесь пытаемся задействовать те сетевые принципы, которые у нас есть. Поэтому я здесь сейчас в чате напишу ссылочку, у кого нету, кто еще у нас не подписан в Бионет. Могут зарегистрироваться, зайти по этой ссылке, копируйте себе эту ссылочку, куда вам надо. И можете там после наших занятий зарегистрироваться. Что такое Бионет? Мы как раз вот включаем возможности Бионета вот здесь, в наших светличных играх. Что это значит? Значит, вот эти связи вертикальные, которые у нас есть, да, то есть по которым идут нам потоки информации, благ там, и так далее, да, то есть мы их пытаемся активировать. То есть они и так есть. Но Бионет – это структура, которая может
усилить эти связи, да, то есть уменьшить влияние помех и тем самым проявить их в вашей жизни более полно. С тем, чтобы мы могли на них более эффективно реагировать и реализовываться вот в этой жизни. Это мы сейчас сделали такую систему, сейчас ее вот как раз пытаемся тестировать, поэтому кто хочет подключиться, пожалуйста, присоединяйтесь, кто еще этого не сделал. Значит, что нам это дает? Да, вот возможность подключения к Bionет. То есть вот все мы, да, то есть каким-то образом, говорим, проявлена некая структура многомерная, вот это реальность. Я каждый раз буду это объяснять, потому что не все слышали, не всем это понятно. В силу этого, да, можно каждого представить человечка, что он где-то вот там соединен со всеми людьми. То есть есть точка сборки, соединения всех этих людей. Поэтому мы, когда вот настраиваемся на биосвязи, мы пытаемся вот настроиться на вот эту точку сборки, где мы являемся нечто общее, что мы есть, да, то есть, но где-то есть и вся реальность, она здесь, там где-то точка, с которой как бы формируется вся эта реальность. Поэтому можем доходить до нее. И в зависимости от этого проявлять себя, как бы изменяя вот эту реальность взаимодействия самих себя с этой реальностью. Поэтому если мы вот будем сейчас представлять, что мы в этом бионете, да, то есть как бы вот есть некий такой пучок световой, да, то есть вот мы здесь находимся вот здесь вот как проявленные, да, то есть, а где-то мы, вот у нас есть точка, где мы все вместе соединены вот в единую такую вот структуру. И мы в рамках этой структуры пытаемся организовать общее действие. Да, то есть самое, конечно, эффективное это на семинаре, когда мы можем двигаться телом, да, то есть тело, душа и разум, когда вместе двигаются, там как бы мы вместе наиболее эффективно получается. Но в рамках вот такой встречи мы, к сожалению, телом сильно не подвигаешь. Хотя, в принципе, тоже можно организовать, если кто хочет, мы можем на индивидуальных каких-нибудь встречах это делать. Если кому-то надо порешать какие-то собственные задачи, и он хочет, чтобы мы это сделали индивидуально, пожалуйста, можно это дело организовать. Но тогда надо, чтобы человек был в пространстве, где он может подвигаться, чтобы мы могли эксперт-операторно организовать взаимное движение и в результате этого получить уже какие-то результаты выхода на ту структуру, которая человеку нужна. Вот, поэтому мы сейчас, да, в рамках этого взаимодействия начнем разговаривать. Что значит разговаривать? Да? То есть мы будем создавать что-то новенькое, ну, какой-нибудь рассказ сочинять. Мы уже как-то это пробовали делать, поэтому мы сейчас это дело будем продолжать. Вот. Ну, у нас есть общая тема, да, то есть мы не будем абы чего, да, у нас вот есть тема «Защитники Отечества». Да, вот, поэтому мы на эту тему сейчас будем придумывать какой-нибудь рассказ. С одной стороны, да, то есть с другой стороны мы будем, вот у нас как бы какие мы вводим, ну, количество тем оно бесконечное, поэтому мы сейчас вводим какие-то ограничения на предъявление. Ну, у нас одна тема это связанная с защитой Отечества, вторая тема связанная с благами, да, то есть с потоком этих благ. И третье это ваша задача. Но за вашу задачу мы не озвучиваем, то есть у каждого она есть в голове, поэтому мы ее не знаем и о ней не говорим ничего. И вы о ней не говорите ничего, когда вы будете что-то здесь сейчас разговаривать. То есть мы будем сейчас сочинять коллективный рассказ на какую-то тему. То есть, ну, что нам надо? То есть нам надо вот запустить вот этот поток, чтобы он у нас пошел. Да? То есть тогда мы представляем, что мы поток этот в себя вводим и начинаем его как бы вот проговаривать. То есть модулируем его своим языком. И у нас появляются какие-то слова, которые мы произносим, они тут же рождаются, то есть мы не просто придумываем, да, то есть мы пытаемся настроиться на вот этот бионет, из которого мы начинаем, ну, какие-то информационные дела, которые нас могут быть связаны структурно вот с той задачей, которая, ну, или с набором этих задач, которые мы пытаемся решить. То есть каким-то образом мы синхронизируемся, каким образом? Ну, я что-то тут рассказываю, говорю, вы меня слушаете, как бы вот и уже мы создаем некий звуковой фон, да, который общий для нас всех. Все его слышат, и все каким-то образом на него настраиваются. То есть это вот один уровень настройки. Другой уровень настройки, это вот мы сейчас начнем настраиваться на вот эту сеть Bionет и об этом говорить. Значит, какие правила проговаривания? Ну, во-первых, надо сильно много не говорить,
да, то есть, ну и мало тоже не надо. То есть надо сказать несколько фраз, как вот это такое буриме у нас, да, то есть коллективное творчество. Мы будем создавать вот этот рассказ в этом вот, в нашем коллективном взаимодействии. И вы будете чего-то говорить. Включили микрофон, да, поговорили. Старайтесь никого не перебивать. То есть человек говорит, то есть право перебивания имею только я, поэтому другие не перебивают других людей, да. Но смотрите, да, то есть вы включаетесь сами, я ни у кого не вызываю, никого не назначаю, да, то есть вы чувствуете, когда вам надо начать говорить. Тогда вы включаете микрофон, там пауза как образовалась какая-то, раз, включили. Можно заранее включить микрофон, если у вас там тихо и шума никакого нет, вы можете его заранее включить и включиться вот в какой-то момент со своей продолжением. Да? То есть вот есть кто-то говорит, 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 дошел до какого-то момента, остановился. Дальше включается другой человек, начинает он говорить, 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 да, то есть доходит до какого-то момента, останавливается, следующий, следующий. И таким образом все пытаются сказать. Кто не может об этом говорить, не говорит. Ну, то есть микрофона нет, например, там, или еще что-нибудь такое. То есть можно не писать, можно слушать тогда, потому что у нас все-таки на говорении у нас идет на разговоре конструирование, да, то есть поэтому что у нас происходит как бы при этом, да, то есть вот мы все смотрим на экран, поэтому мы объединены еще светом, который у нас идет из глаз. У каждого из глаз идет свет, даже если вот тут мы не видим окошечко затемнено, тем не менее все равно свет идет и все равно он со всеми взаимодействует. Конечно, когда мы видим человека, эффективность повышается, да, то есть этого. Но мы не настаиваем, потому что не все хотят фиксировать свой образ. В интернете, тем более, мы выкладываем записи, и поэтому, кто не хочет, чтобы его видели, тот не показывается. Кто не возражает, пожалуйста, это очень хорошо, потому что тогда более эффективно идет проработка каких-то вот таких вопросов, связанных с вашей темой, когда мы можем вот так еще друг друга видеть. Потому что дополнительная обратная связь получается, то есть когда мы видим друг друга. Значит, опять же, что не допускается? Не допускается перехода на личности. То есть вы подразумеваете, что вы, когда говорите, вы исполняете какую-то роль. Ну, то есть вы какую-то роль для себя взяли, вы ее озвучиваете, вот эту роль, как в этом сюжете. Да, то есть это такая еще ролевая игра в определенной мере. То есть не просто говорите, да, то есть вы говорите как от имени какого-то персонажа. Вы о нем рассказываете, одновременно вы этим персонажем и являетесь. Вы как бы проживаете жизнь этого персонажа, о котором вы говорите. Если вдруг вы заткнулись и не знаете, чего там дальше можно говорить, вот на эту тему что-то говорили, а у вас совершенно никаких идей нет, голова пустая, можно начать новую линию, да, которая как бы параллельно. Ведь есть одна линия, а параллельно может быть другая. А где-то они потом могут начать пересекаться. Вы можете начать новую линию с каких слов? А в это время и начинаете следующую какую-то линию говорить. Но когда слишком много линий, потом можно не найти, где они могут пересечься. Да? Поэтому надо стараться развивать те линии, которые уже были. Ну а если уж не получается, вы чувствуете, что куда-то совсем не туда пошло, то тогда включаетесь вот с новым. Да, то есть, что еще как бы не стоит сильно здесь делать, это какие-нибудь типа пугалок каких-нибудь, да, то есть каких-нибудь там ужастиков, то есть мы как бы не пытаемся их озвучивать, потому что и так их вполне достаточно вокруг нас, вот, особенно по телевизору показывают, поэтому здесь мы пытаемся развивать какие-то положительные направления, да, то есть развитие сюжета. То есть не то, что там в черной-черной комнате там вдруг забежала черная кошка, и никто ее там не может найти. Просто какие-то вот более-менее нормальные сюжеты. Сюжеты могут быть совершенно фантастические, то есть фантазия должна быть не ограничена ничем. То есть вы никаких ограничений на себя не накладываете. Поэтому, что в голову приходит, то и говорите. То есть же важно, чтобы пошло в голову. То есть если вы чувствуете, вот не идет, ну говорите что-нибудь. То есть не важно, что вы будете говорить, надо просто говорить. Это как бы условие задачи, то есть нельзя молчать. То есть если уж вы начали говорить, то начинайте говорить. Если вы, ну, и смотрите, да, чтобы, почему? Чем вы активнее вот включаетесь в этот процесс, тем прокачка как бы идет этого потока все сильнее и сильнее, да, то есть
И поэтому мы так вот начинаем слушать, куда ведет эта тема, как она развивается, каким образом там вот эти вот пересечения начинают идут. И вот такая вот появляется вот некая вот такая светличная игра. Но мы, опять же, почему светличная? Потому что мы настраиваемся через светлицу, ну, в частности, мы сейчас благо. У кого нету блага, тот настраивается через какую-то другую светлицу. У кого благо голд, через благо голд. У кого благо бриллиант, то через благо бриллиант. Поэтому мы сейчас рассматриваем вопросы, связанные, с одной стороны, с защитой, без защиты, да, то есть беззащитных. А с другой стороны, мы решаем вопросы чисто прикладного характера, которые есть у каждого. У каждого. И поэтому вы сейчас, вот, пока я еще говорю, еще раз продумайте, с какой задачей вы сейчас выходите сюда. Потому что мы ее не проговариваем, дабы у нас какие-то личные задачи есть, какие-то есть задачи наличные, а есть, ну, связанные с наличностью, я имею в виду. У каждого свои какие-то, может быть. Поэтому вот мы подразумеваем, что раз задача появилась, она появилась не зря, и она каким-то образом нам мешает вот себя реализовать. Да, то есть, и поэтому нам задача какая? Уйти от нее, то есть создать какую-то структуру, которая позволила нам эту задачу разрешить для нас. Какой критерий? Ну, как бы я слушаю себя и в этом плане как бы чувствую, вот, куда меня ведет в этом вот разговоре. Я каким-то образом вот это, настраиваясь на вот это собственное чувство пути и пытаюсь его проходить. Да? То есть, причем тут у нас любовь, о которой мы тут сегодня говорили. Ну, любовь — это свет. Да? То есть вот мы создаем некий интегральный свет, который нас здесь пытается объединить, как некий универсальный свет, да? То есть как универсальная любовь, которая для нас вот является такой, ну, как бы связывающей. Да? То есть она нас как бы вот будет стягивать в некий такой общий пучок вот этих времен жизни, которые каждый у нас есть, который будет формировать нам новое время жизни, вот этой вот какой-то вот нашей гиперзадачи, которую мы сейчас будем решать. Ну, задача непростая на самом деле, то есть видно, как будет это она решаться, потому что когда в голову ничего не идет, то это тоже признак чего-то, да, то есть почему у нас она в голову не идет. Ну, пытаемся максимально открыться. Опять же, мы говорим, что светличная технология подразумевает открытость, снятие границ для того, чтобы мы могли в себя впускать те потоки, которые нам нужны. Но не зацепляемся за них, как бы не пытаемся с ними там бороться или разбираться с этими потоками, да, то есть пытаемся вот эту вот их чисто функциональную часть брать с них, а чисто энергетическая как бы проходит и не цепляет, не зацепляемся, да, то есть, потому что когда человек духово начинает за что-то цепляться, ну, это тоже не очень. Так, ну давайте все-таки настройку тогда еще раз сделаем. Значит, давайте таким образом, значит, вот у нас есть карточка блага, да, то есть у нас она в руках, мы ее держим, да, и ощущаем как бы вот поток, который начинает идти, да, через нас от этой карточки, он как бы нас, как некий световой поток, в нас входит, и проходит он как через наши руки, да, то есть также через нашу голову, через наше тело, как некий такой поток, связанный с этими благами. И не только с этими, да, то есть вообще общее понятие благодати, оно существует. Серафим Саровский, он говорил, что основное, если мы хотим ощутить благодать, надо заниматься стяжанием Святого Духа. Ну вот мы как бы так настраиваемся на этот Святой Дух, который в нас входит и который через нас будет сейчас говорить. Да. Жил-был молодой прекрасный Витязь. Был он очень смелый, решительный, волевой и сильный, и при этом очень-очень добрый. Жил он в таком замечательном, красивом месте на природе, и очень он любил вот все, что его окружало, каждый цветочек, каждую травиночку, былиночку, каждую капельку росы. И просто вот он каждое утро вставал, любовался на это прекрасное солнце, на прекрасное озеро, на эти поля, луга. И сердце его открывалось. Сердце его открылось, и благодаря
этому потоку любви, который источался из его сердца, он привлек прекрасную принцессу. Она прилетела к нему с дальних планет. Она была настолько прекрасна, что даже он не мог себе представить, какая она была прекрасна в его снах. Она была намного прекраснее, чем он даже мог предположить. И она его взяла с собой, она его взяла за руку, и они полетели по этим мирам. Они летали, она его знакомила с необыкновенными людьми, с необыкновенными инопланетянами. Вот, он был очень удивлен, потому что никогда он такого не видел. Иногда прискачет какая-то букашка, у которой несколько рук, несколько носов, несколько глаз. Он так был удивлен, он ее трогал, она начинала смеяться, он ее щекотал, ей было так приятно. Вот. И такой поток радости он получал. И они веселились, прыгали, летали, очень... Потом вдруг они остановились и захотели поцеловаться. И на них стал сыпаться дождь из цветов. Каждый цветочек, который прикасался к ним. В это время в дверь раздался стук. Витязь открыл дверь, и почтальон вручил ему телеграмму, в которой было написано, что война уже закончилась, и в связи с этим выдал премию, которой хватило на постройку дома. А также он нашел звезду на этой планете, загадал желание, и появилась волшебница, у которой много цветов и мечтаний, которые решила осуществить эти его желания. Ну и три. Ближе. И тут они встретили друг друга и полюбили. Это была мечта. Так, в реке любви встретились, да? Также, похоже, его назначили королем этой звезды. Но его королевство было в зеркальном мире, отраженном. Не в этом. Ему пришлось уехать. И перед ним стояло 7 дорог. Но ни на одной из них он не остановился. Ни одной не выбрал. Никуда не пошел, что ли? Да, никуда не пошел. И тут появился единорог, который сказал, куда ему надо было идти, чтобы найти свою дорогу. И нашел он дорогу в параллельной вселенной, в которой 15 человек, сидящих в Бионете, встретились для того, чтобы решить, как защитить свою планету. Они долго думали и решали, чем же помочь своей стране, своему отечеству, как можно повысить уровень жизни, качественного проживания, качества существования, чтобы развитие, скажем, разве все было лучше. И с этим вопросом они обратились. С этим вопросом они обратились к морской свинке, которая стала заниматься защитой. Это оказалось достаточно прибыльным бизнесом, и больше никогда не было войны. А свинка что, защитила диплом? Свинка защитой занялась, защитой. Защитой диплома, например, она могла заняться. Ну, может быть, там информации, в военном деле и подобных вещей. Видимо, свинка стала специалистом в создании света. Вот у меня тут картинка Illumination, иллюминация. Там кот откуда-то появился, у этой свинки появился друг, кот. Смешно, конечно. Кот? Кот, да. Понятно. То есть вот. ток потек. Да, в обратную сторону.
я вот это не знаю, что такое. С неба появилась голова какая-то, которая стала нападать, вот как раз про защитников. Но великий большой принц стал защищать свою планету. Витязь. Видите, да. Он был, наверное, и звали его Витя, наверное. Витязь, раз он Витя. И все кричали ему: «Витя, Витя, помоги, спаси нашу планету». Но Витя был не просто Витя, Виктор, от слова «победитель». И пришло время побеждать, и Витя пошел побеждать. Но побеждать надо было прежде всего самого себя, свои какие-то низменные наклонности, свою неуверенность в себе, свою нерешительность, свои сомнения, страхи. И это ему удалось блестяще. То есть в результате он стал просто просто величайшим таким вот адептом всех этих прекрасных качеств. И, то есть еще даже лучше, чем был. Он и был-то неплох, но стал-то просто вообще вот ого-го. Совсем блестящим стал. Да. Стал блистать и сверкать. Да. Блистать на небосклоне, превратился в звезду. У нас там была уже звезда в Алексея. Ну, кстати, у меня второй раз вытаскиваю подряд королеву. Не знаю, что слово «once» означает. Ну, в общем, появилась в нашем рассказе королева. Ну, эта принцесса превратилась, наверное, в королеву, там была у нас. Да, вероятно. Потому что она вышла замуж за принца и стала королевой. Сюжетом мы этого не заметили в сюжете. Чтобы он шел. Ну вот, она вышла замуж за принца, и у них появились маленькие принцесски и принцы, вот, которые, они были миротворцами, и не нужно было защищать никого и ни от чего. Вот, у них был мир, они занимались творчеством, всем, чем хотели, у них не было никаких пределов, нигде, ни в голове. Они сеяли только благо, и эти блага распространялись и на нашей земле, и во всем мире. Все, что они хотели, все сбывалось тут же сразу. Это все воплощалось. Им стало совсем скучно, все воплощается, нечем заняться. Нет, им вообще не было скучно. То есть народа вокруг не было, скученности никакой. Не, народу много было. Не куча народу. Очень много было народу. Это как такой вирус благ. Бесконечный. И они впали в блаженство и стали вещать. Ну, а потом пришел один провокатор и начал их провоцировать. Но они его тоже облажили. Обложили, короче. Обложили. Он ушел. Те, у кого экраны темненькие, они могут тоже звук, микрофон включать и говорить, если есть желание. А тот, которого обложили, он потом пошел и тоже стал всех облажать. Там, у себя, в том мире. И наступила благодать. Стал он эту благодать распространять по подписке. Сначала подписались одни, потом подписались другие на эту благодать. И стала эта благодать очень блаженной. Но блаженство это не было тупым, потому что человек от этого блаженства становился, наоборот, творчески вдохновленным. У него возникал творческий зуд, он начинал что-нибудь творить. И творить он начинал тогда новую реальность. Реальность, в которой как раз вот не надо было ни с кем сражаться, ни с кем воевать, а надо было только там что-нибудь
распространять. И вот самым распространенным желанием там было желание начать новую жизнь. Потому что у каждого было их много, этих жизней. Одна, другая, третья. Но новая жизнь, она давала новый всплеск творчества. И вот когда он мог ее реализовать, а когда он мог реализовать эту новую жизнь, тогда, когда они собирались все вместе. И он начинал в этой жизни новой творить новое время. И в этом новом времени вдруг рождалась совершенно новая сюжетная линия, которой никогда раньше не было. И эта сюжетная линия привносила в его жизнь новые ощущения радости, света и теплоты. И от этого, что теплота у него там внутри рождалась, разгорались новые звезды. Вокруг начинали крутиться новые планеты, новые галактики и вообще новые отношения. И как-то подходит к нему его сын, принц, и показывает на яркие звезды, говорит: а кто это сотворил? Скажи мне, отец. А он говорит: это все сделал я. А как у тебя так получилось? Как ты достиг такого уровня, чтобы создавать новые миры? На что отец сказал, что для этого мне понадобилось много времени и желания, намерения все сотворить и превратить этот мир в еще лучше, который был до этого. На что принц ответил: папа, а у меня другая идея. Так как ты мне когда-то говорил, что времени не существует, поэтому я просто творю, и это появляется. Ты был хорошим учителем, но мне открылись новые знания. Что ты натворил, говорит отец. Ты же помнишь, что стук раздавался. От чего этот стук раздавался? Что стучало об чего? Этот стук раздался, и он раздался все шире и шире раздаваться, потому что эта раздача была благ. Ну и тут выставилась очередь за благами, как бы все говорят: дайте. Они говорят: ну хорошо, но вам дадим этих благ, а дальше что? Вы их все быстренько это потратите, так что давайте мы не будем давать вам блага, а мы будем обмениваться благами. То есть вы нам даете что-нибудь, какое-нибудь благо, и мы вам тоже даем какое-нибудь благо. Вот тогда, когда обменность у нас наступит, но тогда у нас будет количество благ только прирастать, а никто не будет у нас их благо тратить на себя. Вот начался обмен благами, и все начали чувствовать, как это работает, как это развивается, сколько это дает потока любви и наслаждения. Действительно, жизнь у людей становится в кайф. Не нужно им никаких дополнительных источников кайфа. Весь кайф внутри. А в это время на другой планете произошло чудо. Чудо чудное, диво дивное. То есть что-то вдруг возникло из ниоткуда. Оно никогда в этом не было, и ниоткуда оно и возникло. Но чудо это было таким чудесным, что все прибежали на него посмотреть. Бросили все те блага, которые там были раньше, сказали: не, это все ерунда, вот чудо такое, вы что, вы разве когда-нибудь видели такое? Не видели. А оно смотрит, а оно невидимо, это чудо. Потому что его видимо-невидимо. Вот этого чуда все стали тоже такими чудесными и стали тоже творить чудеса. Ну, например, взяли они как-то, собрались все вместе и говорят: давайте мы что-нибудь такое сотворим. Ну, что, говорят, предлагают? Ну, все, ну, давайте вот, например, сделаем что-нибудь такое, чего кому не хватает. И стали поискаться, выяснили, кого чего не хватает. А вдруг оказалось, что всем всего хватает. Ну, говорит: ладно, такая у нас схватка получилась, что у нас вот схватка какая, да, то есть мы схватили, хотели бы чего-то сделать, а не получается, потому что уже все сделали. Что же делать? Ну, тогда придется делать что-нибудь то, где чего не хватает в другом месте. И вот с этой вот такой хватательной реакцией они отправились искать, где чего не хватает. И приехали на Землю. И смотрят: да, тут, глянь-ка, всего не хватает.
И это вот нехватка всего их сильно озадачила. Почему же как бы вот там везде всего хватает, а здесь не хватает? И чего тут не хватает больше всего? Задали они вопрос. Ну, больше всего у них не хватало 5 кубков и 5 мечей, а также 2 посоха и 1 королевский посох. И они это все продали, и у них на это дело купили звезду личную, Путеводную. земную. И стали водить народ за этой звездой. И у них возникла звездная болезнь. И вот эта звездная болезнь, поскольку всего-то у них хватало, и ни к чему стремиться им уже не нужно было, все блага есть, все, что не захочется, все вот оно материализуется, и начался постепенно у них упадок, потому что уже не к чему им было стремиться. И тогда наш Витязь по имени Виктор, он вовремя это заметил, эту тенденцию, и поставил жителям этого мира еще более высокие задачи, чтобы они еще больше стремились укреплять свой дух, совершенствовать свое тело. И опять у них пошел импульс к развитию наверх, импульс к эволюции. То есть все они устремились вверх. Попытались дойти до Бога. Пошли и стали его искать. Где же он там есть? Чтобы задать ему самый правильный вопрос. Как им жить не у Бога, а у Бога за пазухой? Ну вот, они прыгнули к Богу за пазуху и стали тоже богами. И как Бог, он играет, то есть, ну, Бог ведь, ему все можно, он все может, и ему скучно. Он играет в разные игры. И когда они стали у него за пазухой, они стали делать то же самое, они просто переняли его качество и тоже стали играть. Они стали создавать новые миры, и эти правила в этих мирах, у них появилось много интереса, потому что появилось много ответственности за эти игры, то есть за этих существ, которые там, ну, которых они сотворили. Вот. Они стали выполнять роль Бога, они заботились, они помогали им в эту игру играть. Вот. И вот так они жили постоянно в игре, постоянно, им никогда не было скучно. Создавая новую жизнь. Да. Ну, хорошо. Ну вот, мы как бы немножко что-то тут погенерили. Не значит, что мы уже как бы все порешали, все свои задачи. Да, то есть, но мы здесь немножко попробовали, да, вот выйти за рамки собственной задачи, да, то есть, как бы сейчас вот давайте попробуем вот что проанализировать. Вот вы как бы пришли сюда с формулировкой, с определенной. Но в этом как бы вроде заранее побеспокоились и вот тему обозначили, что можно решать какие-то задачи. Да, то есть, в силу этого появилось, ну, как бы вот что-то мы тут погенерили. Да, то есть какую-то структуру определенную мы в разговоре проявили через вот какие-то ассоциации, какие-то мысли, там, неважно, хорошее, не хорошее, но как бы там можно критиковать, можно не критиковать, то есть это не важно совершенно, потому что мы говорим здесь не о в самом сюжете, да, как бы сюжетной линии, да, то есть говорим о проявлении некой структуры. Ну, было видно, что где-то затыкалось, где-то что-то у нас там не так шло, какие-то более общие фразы, то есть мы не очень сильно говорили о конкретике, вот. Но, тем не менее, вот разговор шел, да, то есть и в результате этого менялось, на самом деле, внутреннее состояние, да, то есть теперь давайте попробуем проанализировать, что поменялось внутри по отношению к собственной задаче.
есть какие-то изменения или нет? Вот, вот вот вспомнить, да, было состояние некое на начало. Оно было таким, да. Сейчас оно поменялось или не поменялось? Просто вот можно, давайте по очереди. Вот Андрей. Ну, спало напряжение, появились какие-то новые мысли вообще и по поводу своей личной жизни, и в жизни в общем. Вот. Появилось желание еще больше, глубже вообще познать свои какие-то вот такие потаенные вещи, которые долгое время было очень тяжело вообще распознать, то есть правильно их, точнее, анализировать и принять. Вот, вот такие вот вещи появились. Еще кто скажет? Ну вот у меня как-то был какой-то, ну то есть в моей задаче были какие-то места, где я ну, ощущала, как я не знаю, как я буду с этим справляться, да, а сейчас, ну, я понимаю, что, ну, как бы понимаю, ощущаю, да, что все будет как бы своим чередом, само собой воплощаться, и не нужно беспокоиться, то есть все будет нормально, все хорошо. Ну вот у меня достаточно такая утилитарная задача была, и как бы изменилось отношение к ней за счет того, что ну, какой-то больший масштаб, что ли, появился, с которого можно, ну, как-то так, состояние изменилось. Из этого состояния, если смотреть на эту задачу, то она кажется какой-то легко решимой. И... Моя задача, в принципе, она связана с раскрытием сердца. И я вообще вот в течение вот этого нашего взаимодействия почувствовала, как сердце раскрывается. То есть я как бы не знаю, что там конкретно, что по поводу вот той задачи, но поскольку вот она с этим вот связана, с этой сердечностью, то вот ну, я почувствовала это. Тело загудело, как трансформатор. Это вот, да, удивительно. Мне, чтобы до этого было дальше дойти, вот так, чтобы оно загудело, достаточно было, надо было поработать над собой серьезно. А тут так само включилось. Хотя задача, может, не связана была с этим, но хотя, кто знает, может быть, именно с этим и связано. Посмотрим. Ну, тут еще пишет у нас Ксения, открылись новые грани взаимодействия, что векторов развития очень много, и нужно каждый вектор проявлять. Как звезду создаешь и запускаешь, и обязательно придет тот, кому именно это нужно. Вот Елена написала, осенила, что мою задачу можно решить с помощью светлицы путем создания новых связей. Татьяна, состояние не поменялось внутреннее, сознание, что мне нужно дальше работать над достижением ее на физическом уровне. Першит горло и начался кашель. Это водички надо попить, и как следует запить. Потому что информационный поток идет, и он как бы начинает слизистую, оно подгорать начинает, и кажется, что чего-то заболело. А на самом деле, если воды попить, то все быстренько пройдет. У нас как бы время тут ограничено. Еще раз, что я хочу сказать, приглашаю тех, кто еще у нас на Вионет не подписался, приглашаю подписаться. Посмотрите, то есть как бы там что вы, когда вы заходите, вы получаете структуру, которую вы можете бесплатно как бы к себе присоединить. То есть через свой идентификатор. Идентификатором является фамилия, имя, отчество, дата рождения и электронная почта. Поэтому вы их туда вводите, и структура начинает на вас транслироваться. Если вам не нравится, вы можете зайти в личный кабинет, всегда ее удалить из корзинку, выбросить и перестать ее транслировать на себя. Кроме этого, можно еще присоединить свой телефон, смартфон или автомобиль к структурам, а можно еще аккаунт в соцсети. Значит, если вы хотите расширить эту функциональную возможность, то есть как бы еще людей каких-то присоединить, например, членов семьи, тех, кто сам не по себе, сам не будет это делать, вот, там уже у нас начинается платный аккаунт, 700 рублей в месяц, за 3 месяца там 2000 получается, вот. Но тоже можно включать. Что нам дает включение как бы вот родных, близких, если у них нет возможности самим подключиться? Это дает создание локальной сети.
создание локальной сети, которая как бы у вас как антенна, которая вам настраивает вот на этот поток, который к вам может приходить. То есть вы получаете еще дополнительную степень связности и тем самым расширяете свои возможности взаимодействия с Бионетом. Вот. Если вы будете ссылку, там появляется ссылка у вас референтная, да, то есть в личном кабинете ее видно вверху. Вы эту ссылку можете рассылать своим друзьям, знакомым, которые тоже могут бесплатно присоединяться к Бионету. Вот. А если захотят платный аккаунт, пожалуйста, платный. Вот. Нам интересно, конечно, чтобы вы включались вот в платные аккаунты, чтобы у нас появился ресурс на развитие этой сети, чтобы мы могли ее дальше начать расширять и продвигать. Вот. Есть возможность там же подключаться к светлицам, которых нет, да, то есть каким образом? Заказывать файлы с этими структурами. То есть вы можете скачать файл, получить доступ к файлу с той структурой, какой вы хотите. Там перечень есть структур. Средние там примерно сделаны там по 1000 рублей в месяц. Если вы хотите это сделать, то можно взять себе такой, ну, как бы структуру. Что дает это? Вот, Сергей, повторите, что за 1000 рублей? Я не поняла структура. Файл с нужной структурой скачать. Скачать структуру и пользоваться месяц за 1000 рублей, да? Любую. Да, любую структуру вы можете скачать. Что это вам дает? Вы можете их наделать сколько хотите, да, то есть копий. Да, то есть себя обложить этими, своих родственников, знакомых, друзей. И воду там структурировать и что угодно, то есть это структура. То есть в отличие вот от того, что если, вот, допустим, у вас карточка, но у вас она одна, да, то есть вы там сами пользуетесь. А здесь вот она хоть и с ограниченным сроком действия, но вы можете за этот месяц ее хорошо прочувствовать, может дать другим людям подержаться за нее там, и так далее, и так далее. То есть как бы есть возможность ее тиражировать за это время. И все они будут работать. Сергей, а это любую структуру можно будет, ну, вот так вот попробовать, как сказать, за 1000 рублей? Любую, да? Потому что... Там посмотрите, там есть... Потому что вот это очень хорошая идея, вот это мне очень понравилось. Вот, значит, нужно ли согласие тех, кого подключают? Смотрите, на бесплатном аккаунте там человек без его согласия как бы нельзя, потому что вы включаете его там электронную почту, да, то есть, значит, это, если электронная почта появилась, это значит, мы можем на эту почту делать рассылки. Человек, конечно, удивится, что если вдруг к нему какие-то рассылки начали приходить, и начнет там отбиваться, и нет, ряды там нету. Поэтому на бесплатное без личного участия, без личного согласия нельзя. На платных аккаунтах можно без личного согласия. Почему это важно? Потому что здесь люди могут включать тех людей, которые ясно сами не захотят этого делать. Ну, например, да, то есть, например, родственники, да, то есть члены семьи, то есть мы знаем, что это им хорошо, потому что вот у нас куча исследований, что все эти светличными структурами навредить нельзя, а только как-то можно улучшить состояние человека. Но человеку, многим людям это не докажешь и никак их в этом плане не убедишь. Ну или дети, например. То есть как вы их за них это сделаете? Ну, вы можете им тоже какую-то почту сделать электронную, завести на них, допустим, ящиком сделать электронной почтой и ничего им не говорить. Те ящики, которые внутри как бы платных аккаунтов возникают, туда никакая информация не будет сбрасываться, и никак она не будет участвовать. Там следующий аккаунт 50 евро в месяц, это где-то 3500. Это можно подключать много людей. 200 человек. Ну, то есть 9 человек, вас еще, допустим, 9 человек можно подключить на этот платный аккаунт. Это где важно? Ну, допустим, клиенты какие-то там, которые хотите с ними поработать. Или там ваши... Можно менять. Да, то есть с чем это важно? Вы создаете, опять же, вот такую локальную сеть, допустим, предприятие на своих, среди своих близких. Вот. Опять же, расширяется количество аккаунтов в соцсети, которые вы можете подключить. Ну, допустим, у этих людей всех можно аккаунты в соцсети. Что тогда это еще связь через социальные сети дополнительно появляется.
Сергей, а вот вопрос, например, вот вы сказали, да, клиенты там или какие-то люди, с которыми тебе хочется поработать, а ты, допустим, не знаешь их день рождения. Ну, например, день рождения знаешь, а год не знаешь. То есть как вот в этой ситуации? Как-то нужно где-то, наверное, как-то спросить. Отыскать, спросить? Да. Ну, можно это... Многие скрывают. Ну, понятно. Ну, в принципе, там как бы идентификаторов у нас достаточно, да, как бы, ну, на один идентификатор меньше, там, ну, чуть-чуть меньше там будет степень. Ну, будет, если идет там имя, фамилия, и электронная почта стоит, это уже как бы 2 идентификатора, через которые как бы будет идти трансляция. То есть, Ну, а у него нет электронной, если это мы за платный аккаунт подключаем. То есть... Нет, но все равно у него же, нам важно, чтобы электронная почта там была, мы на нее ничего не будем посылать ему. То есть его электронная почта, но вы на него не будете посылать, все понятно. Идентификатор, чтобы была, потому что это некая привязка. Мы там еще будем вводить для тех, кто подключается сам, да, то есть как бы еще такое поле хотим ввести номер телефона для того, чтобы мы могли вот в соцсетях организовать или там в WhatsApp, или в Viber, или каких-нибудь там, ну, типа группы какой-то сделать для быстрого оповещения, потому что мы с какой-то проблемой столкнулись. Давайте в Телеграме. Из нее никак не можем выйти, потому что у нас почему-то рассылка на гмейловскую почту, она вся уходит в спам. И никак мы почему-то не можем решить. И поэтому те, у кого гмейловская почта, нашу рассылку не получают. Мы не можем их проинформировать о каких-то там мероприятиях там, и так далее. Поэтому если есть телефоны, там, ну, можно в Телеграме, да. Еще вопрос по поводу людей, ну, с англоязычных. Как-то... Ну, это мы сейчас, когда сделаем англоязычную версию, сейчас это потому что надо ее отладить, чтобы она у нас все работала. И тогда уже можно будет все это делать. Так, можно подключить билет на номер телефона, а не имейл. А почему имейл? Что нет возможности его найти? Ну, можно номер телефона ввести, да. Если он привязан к вашему аппарату, если он там симка стоит и не будет меняться, то можно. Ну, то есть какой-то идентификатор телефона, через который можно бы идентифицировать, что это этот телефон. То есть, но если он конкретно симка там стоит, ну, можно попробовать через это. Нет, там имей как рекомендация. На самом деле там нет проверки, какие там номера, какие цифры. То есть там можно любое, что угодно туда написать. И как бы система примет. Вопрос связанности, как бы, то есть достаточно будет этой связанности, чтобы обеспечить вот трансляцию или нет. Смотрите, телефон подключается еще кроме лада, еще к структуре Bionet. То есть как бы там 2 структуры получается. Вот это. Ну, ясно. Да, поэтому Bionet, вот тут у нас как-то один экстрасенс просматривал эту структуру и говорит, что когда структура привязана к телефону, при разговоре по этому телефону начинается зачищение тех людей, с которыми вы разговариваете. То есть вот через Bionet она начинает вот так работать. Сергей Динович, а вот я тогда, получается, до этого не этот нашел Bionet. Вот B2B Translators, это получается какой-то... Нет, это наша же система, то есть, ну, только там она немножко по-другому реализована, и мы ее все равно будем переводить на эту. Да, то есть, поэтому лучше вот на эту ссылочку пойти и там зарегистрироваться. Вот, поэтому... Да, и вопрос еще вот как бы бизнеса, как можно создавать бизнесы используя вот эти технологии. То есть как это в бизнесе можно реализовывать. Смотрите, вот все те структуры, которыми мы можем работать, но которые уже созданы, их можно встраивать куда угодно. В любой бизнес. Если это бизнес связан с каким-то производством, значит, вот те товары, которые вы производите, можно встраивать эти структуры. Да, то есть, причем виртуально через вот файлы, которые используются при производстве этого товара. Если это бизнес, допустим, виртуальный, связанный там, с интернетом там, и так далее, да, то есть тогда это можно привязывать к сайтам, к страницам этого сайта, можно привязывать к баннерам эти структуры, можно привязывать к каким-то элементам этого бизнеса, как каким-то документам и так далее. Да, то есть для того, чтобы усиливать вот проявленность этих структур в жизни человека.
Что это дает, да, то есть это опять, ну, как бы надо понимать, что это не заставляет человека, допустим, что-то покупать. Ну, допустим, привязали к какому-то товару. Это значит, что этот человек, мы его как бы заставляем купить этот товар. Это совсем другое. Но для того, чтобы человеку принять решение, чтобы купить какой-то товар, он должен набрать какой-то объем информационный. Да? То есть вот он пока не набрал, он не принимает решение, будет или не будет. Да? То есть есть некий порог восприятия. Так вот, использование этой технологии дает уменьшение этого порога. То есть человеку надо гораздо меньше информации, чтобы принять решение. Где это важно? Вот, допустим, есть товар, который хорошего качества, но его не берут, потому что он чуть дороже, чем товар, которого плохого качества. А человек не знает, который приходит выбирать, хороший это товар или нет. И берет тот, который подешевле. Да? То есть тогда применение структур выделит этот товар для потребителя, он как бы увидит, что да, вот он чувствует, что этот товар хороший, надо его взять. Да? То есть, как бы, и та информация, которая с этим товаром идет, тоже она будет, допустим, воспринята. Ну, например, вот сейчас вот, есть хорошее масло, например, да, подсолнечное, холодного отжима, там как бы без каких-то химических каких-то соединений, все очень натурально, выращено там фермерами, да, то есть, но оно дороже, чем вот обычное масло, которое продается в магазине подсолнечное. И что, ну, естественно, люди, не зная это, ну, предпочитают то обычное, которое, да, то есть, ты понимаешь, что вот здесь качество, а там совсем другого, этого качества нет. Поэтому, допустим, встраивание вот этой структуры в этикетку, да, то есть ничего ж не надо добавлять, в производство мы никак не меняем. Но можно связать структуру светличную, например, какую-нибудь, да, ну, тоже супер там, например, или там еще какой-нибудь, да, там релакс с этой этикеткой. И тогда человек эту этикетку, она у него будет как бы подсвечена. Он будет смотреть, о, вот здесь какая-то интересная информация, дай-ка я прочитаю. Начинает читать, о, мне такое масло надо, да, то есть, и тогда он начинает более внимательно к этому маслу относиться. Вот. Но мы не заставляем его покупать. То есть мы не используем какие-то методы, как вот там NLP там, или еще что-то, которые программируют человека на то, чтобы что-то там его заставить взять. То есть мы не вмешиваемся в его выбор. Выбор все равно остается за человеком. А вот еще раз, а если человек а если он продает продукты, вот мы с вами много об этом говорили, Да. то есть если он не производит, а продает, допустим, у него магазин, там мобильные телефоны и всякие там гаджеты, Да. то есть куда он будет транслировать? Смотрите, что можно сделать. Можно взять и распитать эту структуру комфорт файл. Комфорт. Понаклеить его там в этом магазине. Везде. Распечатать и понаклеить. Ага, вот это классно. За 1000 рублей вы приобретаете эту структуру. Там, ну, то есть, но вы можете тогда весь магазин обклеить. На картинками не там только там на окошко там в одном месте, да, допустим. А вот это хорошее, вот это мне понравилось. Прилавок, например, или еще куда-нибудь там. Вот, попробовать и посмотреть, если это работает. Ну, тогда, например, можно уже стационарные комфорты заказать и сказать, вот видишь, работает, давай вот закажем этих карточек. Зато не все время платишь. Один раз заплатил, и оно все время будет работать. Здесь как бы вот дополнение, то есть переход. Вот, попробовал человек на виртуальных этих трансляционных файлах, а дальше он уже может их по-другому использовать. То есть и вообще это получается некая поддержка определенная бизнеса. То есть, потому что если, например, люди, которые в бизнесе начинают этим пользоваться, то у них начинает тоже меняться восприятие, повышается эффективность работы, они становятся более легкими на изменения, то есть проявляются какие-то творческие у них способности. Да, то есть, вот, а еще вот вопрос такой, если, например, человек работает, скажем, ну, Форекс, знаете, да, Форекс, вот как здесь можно это все использовать? Здесь мы пока ничего не говорим про вот эти изделия, потому что там, ну, как бы игра не только чисто с акциями, да, там как бы еще начинается игра с неким эгрегором, который с Форекс. Да, то есть и там уже совсем другие связи, поэтому здесь просто сам человек тогда начинает использовать для себя, он сам себя затачивает, под приятие информации своей прокачивает, с тем, чтобы можно было реагировать, как говорит Сорокс, рынок, а на ожидание рынка. Да? То есть тогда ты начинаешь понимать, что рынок ожидает, и тогда действуешь, исходя из этих ожиданий, а не реакция уже, ну, случилось и случилось. Вот Сорос как бы свою успешность объяснял именно этим, что он хорошо может понимать, как работает рынок с точки зрения его ожиданий.
И он даже говорил, что вот у меня, например, если чего-то надо бежать куда-то продавать, у меня начинает болеть спина. То есть вот для него это знак, что вот что-то там назревает, надо что-то предпринимать. Да? То есть он чувствует, как говорится, да, вот своей спиной это. А для других, вот спина заболела, ну, значит, надо бежать к массажисту, там, к врачу или еще кому-нибудь, лечить эту спину. То есть, ну, у каждого свой признак может быть. У кого-то спина, у кого-то еще что-то там, да, то есть, как бы, кто чем чувствует. У кого-то это чуть ниже спины, говорят, я все чувствую этим местом. Поэтому может быть всякое разное отношение. Так, ну хорошо, сейчас мы запись перервем.